Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую панаму. Вяжется она несложно, поэтому подойдет для вязания новичкам. Нам сегодня понадобится пряжа. Я буду использовать Казал джинс в двух цветах, бежевая и желтая. Также нам понадобится крючок 2,5 мм и иголка для того, чтобы спрятать все ниточки. Если ее нету, то можно будет воспользоваться крючком. Ну что ж, давайте начнем. Для начала берем нить бежевого цвета, кладем вот так ее на палец и делаем вот такое перекрестие. Здесь у нас находится короткий кончик, и здесь идет нить от клубка. Далее берем крючок, заводим его под нить и вытягиваем петлю. Далее вытаскиваем палец и набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Далее вот эту ниточку я вытаскиваю. Мы с вами сделали кольцо амигуруми и набрали 2 воздушные петли подъема. Теперь делаем накид, и мы приступаем к вязанию столбиков с одним накидом. Накид, заводим крючок в круг, вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли, мы провязываем 2, у нас остается 2 петли, и мы их также провязываем. Теперь опять делаем накид, заводим крючок в круг, вытягиваем рабочую нить, провязываем сначала 2 петли с крючка и еще 2. И теперь опять накид, заводим крючок в круг, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка, у нас остается 2, и мы их провязываем. Мы с вами сейчас провязали 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли мы считаем также за полноценный столбик, поэтому можно сказать, что у нас уже провязано 4 столбика с одним накидом. Всего у нас должно их получиться 12. То есть я сейчас довязываю еще 8 столбиков с одним накидом. Провязала первый ряд, получили 12 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли считаются за столбик, поэтому их тоже учитываем. Если сбились при подсчете, то по вот этим вот косичкам можно считать столбики. Теперь мы берем короткий кончик нити и затягиваем наше кольцо. Все, теперь приступаем ко второму ряду. Завожу крючок обратно в петлю. Находим 2 воздушные петли, которые мы набирали в начале. Вот у нас здесь первая и вот вторая петля. Заводим крючок за ее стенку. Теперь у нас 2 петли на крючке. И мы делаем соединительный столбик. Для этого заводим нить, крючок за нить. И проходим через 2 петли на крючке. Далее приступаем ко второму ряду. Здесь в начале опять набираем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. Во втором ряду мы по всему ряду будем делать прибавки. Прибавки делаются следующим образом. В одно отверстие мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И так как у нас 2 воздушные петли подъема заменяет полноценный столбик, поэтому сюда же мы провязываем второй столбик с одним накидом. Накид, в это же отверстие завожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. Далее делаю накид, нахожу второй столбик, вот он у нас. Завожу крючок над ним, захватывая обе стенки, ввожу крючок и провязываю первый столбик. Накид, сюда же, в это же отверстие провязываю еще один столбик с одним накидом. Далее накид, нахожу следующий столбик, вот он у нас. Провязываю в него 2 столбика с одним накидом. И так продолжаем до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика. Провязала последнюю прибавку. Теперь нахожу вторую воздушную петлю подъема,
завожу в нее крючок, на крючке 2 петли, и мы провязываем соединительный столбик, проходясь через 2 петли на крючке. Так мы делаем в конце каждого ряда, поэтому не забывайте. Теперь опять набираем 2 воздушные петли подъема, приступаем к третьему ряду. Но здесь у нас последовательность будет такая. Мы будем провязывать сначала прибавку, далее просто 1 столбик с одним накидом. Потом опять прибавку, прибавку, столбик. И так по всему ряду. То есть теперь делаю 2 столбик сюда же. Таким образом делаю прибавку. Далее накид. Завожу крючок за 2 столбик. И провязываю сюда только 1 столбик с одним накидом. Далее опять накид, за следующий столбик провязываю прибавку. То есть у нас последовательность из прибавки и столбика с одним накидом. Опять накид и провязываю просто столбик с одним накидом. Повторяю так до конца ряда. В итоге у нас должно получиться 36 столбиков с одним накидом в конце третьего ряда. Завершаю ряд столбиком с одним накидом и делаю соединительный столбик в конце. Приступаем к 4 ряду, набираем 2 воздушные петли подъема. И теперь мы будем провязывать прибавку, далее просто 2 столбика с одним накидом. Опять прибавка, 2 столбика. То есть сейчас провязываю прибавку, далее 2 столбика, но в разные столбики. Первый провязала и за следующий столбик провязываю 2. Далее накид, в следующую петлю провязываю прибавку. 1, 2. После чего просто провязываю 2 столбика в отдельные столбики ряда. 1 и за следующий ряд 2. После чего опять провязываю прибавку и так по кругу. 4 ряд завершения, приступаем к 5. Набираем 2 воздушные петли подъема. И я думаю, логика уже примерно понятна. Мы опять делаем прибавку. Но теперь уже провязываем далее 3 столбика с одним накидом в каждый из столбиков. После чего опять провязываем прибавку. Потом 3 столбика прибавку, 3 столбика. 2 и 3. Опять провязываю прибавку. Потом 3 столбика. Довязываю так до конца ряда. В конце ряда должно получиться 60 столбиков. В 6 ряду провязываем прибавку. Далее 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Повторяем такую последовательность до конца ряда. У нас должно получиться 72 столбика. Приступаем к 7 ряду. Набираем 2 воздушные петли. Сюда же провязываем столбик. Таким образом мы провязали прибавку. Далее провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик, после чего опять провязываем прибавку и так далее. Провязываем этот ряд, и в конце ряда должно получиться 84 столбика с одним накидом. Приступаем к 8 ряду, набираем 2 воздушные петли, провязываем прибавку, то есть 2 столбик сюда же. Далее провязываем 6 столбиков с одним накидом. После чего опять провязываем прибавку, далее 6 столбиков. И такую последовательность повторяем до конца ряда. В конце ряда должно будет получиться 96 столбиков. В 9 ряду провязываем прибавку и далее 7 столбиков с одним накидом. После чего опять прибавка, 7 столбиков. И так до конца ряда. Приступаем к 10 ряду. Начинаем опять с прибавки. И далее провязываем 8 столбиков с одним накидом. Провязали 8 столбиков и опять делаем прибавку. Далее опять повторяем 8 столбиков.
и начинаем делать опять прибавку. Все прибавки мы с вами провязали, и теперь мы будем вязать в клетку. Диаметр этого круга должен получиться примерно 18 сантиметров, на обхват головы 56 сантиметров. Если у вас получилось меньше, то вам нужно провязать еще прибавочный ряд. Если получилось наоборот больше, то нужно провязывать меньшее количество рядов с прибавками и быстрее переходить к самой клетке. Теперь заводим крючок опять во вторую воздушную петлю и набираем 2 воздушные петли подъема. Они у нас имитируют, каждая ячейка у нас будет состоять из 6 столбиков с одним накидом. Первый у нас как бы уже готов, приступаем ко второму, то есть прибавку мы здесь не делаем, сразу начинаем вязать. Второй столбик, третий, четвертый, пятый и приступаем к шестому, но здесь провязываем пока только 2 ниточки. Теперь берем нить другого цвета, то есть второй цвет клетки, и протягиваем через вот эти 2 петли с крючка уже новую нить. Теперь нам нужно провязывать ячейку желтым цветом и при этом коричневую нить и желтую нить то есть короткий кончик желтой нити, также мы сейчас спрячем. Для этого делаем накид, заводим крючок за следующий столбик, и у нас как бы рабочая нить желтая огибает наши нити и оставляет их внутри столбика. Таким образом провязываем первый столбик, накид, второй столбик. Вот таким образом у нас проходит нить. Провязываем третий столбик, четвертый, пятый. И теперь приступаем к шестому столбику. Здесь провязываем 2 петли и последующие 2 провязываем уже коричневой нитью, так как мы сейчас начнем уже вязать нитью коричневого цвета. Теперь мы прячем только желтую нить, то есть мы ее вот так переводим назад, придерживаем, делаем накид, заводим крючок за следующий столбик, и желтая нить у нас проходит внутри нашего столбика. Таким образом вяжем 6 столбиков коричневым цветом. Второй, третий, четвертый, пятый. И в шестом столбике провязываем 2 петли, а оставшиеся 2 провязываем уже желтой нитью, то есть мы ее берем и протягиваем. Теперь коричневую нить прячем внутри и провязываем также 6 столбиков. И вот так у нас с вами должно получаться. Вяжем таким образом до конца ряда. Провязали первый ряд, и здесь у нас вывела коричневую нить. Второй ряд провязываем точно так же, то есть теми же цветами, и менять цвета мы уже будем в третьем ряду. То есть над желтым у нас будет далее коричневый и наоборот. Набираем 2 воздушные петли. Здесь у нас идет желтая нить от последнего прямоугольника. Мы ее подкладываем сзади коричневого прямоугольника и также прячем. То есть сейчас второй ряд провязываем точно так же, как и предыдущий. Теперь меняю цвет с коричневого на желтый и начинаю провязывать желтым. Завершили второй ряд, и здесь мы цвет нити в конце не меняем, так как в третьем ряду мы будем над коричневым провязывать желтым цветом, а над желтым коричневым. То есть менять как бы место расположения наших прямоугольников. Поэтому берем желтую нить, заводим
крючок во вторую воздушную петлю, делаем соединительный столбик, набираем 2 воздушные петли подъема и теперь будем провязывать желтым цветом, но не забываем прятать коричневую ниточку. Провязываем еще 5 столбиков и в последнем столбике 2 эти последние ниточки провязываем коричневым уже цветом. Таким образом мы заменили цвет наших прямоугольников, первого точнее прямоугольника. Далее над желтым мы вяжем уже коричневым цветом, а желтую нить прячем. То есть по сути делаем все то же самое, только меняем цвет на противоположный. В 4-м ряду мы провязываем все те же цвета, то есть которые провязываем сейчас, так как у нас прямоугольник получается 6 столбиков и 2 ряда. Далее вы будете уже провязывать самостоятельно, то есть 4-й ряд вяжем такими же цветами. В 5-м у нас происходит смена цветов, то есть где у нас был желтый цвет, будет коричневый и так далее. Как меняется цвет, я вам уже показала. Дальше все идет по такой же логике. Готово. Я провязала 10 рядов в клеточку. И теперь мы будем переходить к полям. Здесь я буду вязать просто коричневой нитью. Для этого вначале опять набираем 2 воздушные петли. Далее провязываем 4 столбика с одним накидом. То есть прибавки пока мы не делаем. Второй. Третий. Четвертый. И далее делаю прибавку. Первый. Второй. Далее мы будем провязывать 10 столбиков и прибавка. Провязала 10 столбиков, теперь делаю прибавку. Первая, второй столбик. Теперь опять 10 столбиков, прибавка, 10 столбиков, прибавка, так до конца ряда. И завершаем ряд 5 столбиками с одним накидом. Далее второй прибавочный ряд мы начинаем сразу с прибавки. После чего провязываем 10 столбиков с одним накидом. Потом опять прибавка, 10 столбиков. Продолжаем до конца ряда. В 3-м ряду мы начинаем с 6 столбиков. Первый у нас как бы готов. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Далее провязываем 12 столбиков и делаем прибавку. И так уже до конца ряда. В следующем ряду, в 4-м, начинаем с прибавки и далее провязываем 12 столбиков, прибавка, 12 столбиков, прибавка. То есть логика вязания такая же, как и в первых 2 рядах, только у нас вместо 5 и 10 столбиков теперь 6 и 12. Приступаем к 5-му ряду полей. Набираем 2 воздушные петли подъема и провязываем 7 столбиков. Один у нас как бы уже провязан. Далее делаем прибавку. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и прибавка. Первый, второй. Далее вяжем 14 столбиков и прибавка. И так до конца ряда.
То есть 14 прибавка, 14 прибавка и до конца ряда. В конце ряда довязываем здесь 7 столбиков. Провязали ряд, и это был заключительный ряд с прибавками. Теперь вводим крючок во вторую воздушную петлю, берем уже желтую нить и выводим нить желтого цвета. Далее набираем одну воздушную петлю, и теперь ряд мы провяжем из столбиков без накида. При этом мы не будем делать никакие прибавки, будем просто провязывать столбики без накида. Они вяжутся вот таким образом. Заводим крючок за обе стенки петли, далее подхватываем рабочую нить, вытягиваем на крючке 2 петли, и мы их сразу провязываем. Далее опять заводим крючок за обе стенки петли следующего столбика, вытягиваем рабочую нить и провязываем. То есть здесь без прибавок, просто до конца ряда вяжем столбики без накида. Довязали ряд, провязали последний столбик, теперь обрезаем нить и вытягиваем ее. Далее берем иголку и будем прятать нить. Заводим ее за первый столбик. Таким образом уводим на изнаночную сторону. И на изнаночной стороне начинаем закреплять нить. Для этого делаем узелки. Далее нить прячем в полотне. При желании можно сделать еще 1-2 узелка. Здесь смотрите в зависимости от нити. Если у вас нить гладкая, то лучше сделать побольше узелков, а если матовая, как у меня, то можно и на 1-2 остановиться. Все с остальными ниточками проделываем все то же самое. Те, которые у нас остались, в основном мы их прятали в полотне. И вот такая панама получилась. Если вам понравился мастер-класс, то не забудьте поддержать его лайком и комментарием. Всем до скорых встреч!